Личная жизнь Юлия Цезаря, грехи великого диктатора. Рим стал империей благодаря действиям этого человека. Оставаясь безвестным до 29 лет, Юлий страдал от нереализованных амбиций, и когда предоставилась возможность, сделал скачок в элиту Рима сам, а страну превратил в сильнейшую державу Запада. Хороший оратор, прекрасный полководец, дальновидный политик. Цезарь был хорош всем, кроме своеобразной, пикантной репутации, о чем никогда не забывали его соперники, да и друзья тоже. Мужчина каждой женщины и женщина каждого мужчины. Это был один из слухов, окружающих имя Юлия Цезаря. Будучи влиятельным человеком в Древнем Риме, Юлий Цезарь, вероятно, имел секс как с мужчинами, так и с женщинами, но именно его вкус к разным партнерам грозил испортить его репутацию. Юлий Цезарь, по легенде, имел капли божественной крови, как потомок Венеры, вернее дальний потомок человека, имевшего ее покровительство. Его божественный предок часто изображается в агонии страсти, восхищая римлян повсюду, где они слышали о столь неутомимом любовнике. Стоит ли удивляться, что ее прославленный наследник, человек, чья фамилия станет титулом императоров спустя тысячелетия после его смерти, имел одинаковое влияние на оба пола. Бисексуальность Цезаря не была чем-то ужасным, и у современников это не было бы поводом для беспокойства. В то время бисексуальность в античном мире была более или менее нормой, хотя римляне и признавали, что подцепили эту заразу от греков. Сегодня Древний Рим часто представляется страной беспорядочных половых связей, не ведающих границ пола, возраста и техники, а иногда и прямо империей извращений, благодаря таким фигурам, как Нерон и Калигула. Но в Риме существовали сексуальные правила. Они были весьма строгими в начале его истории и самыми распутными перед ее концом. Ходили слухи, что Юлий Цезарь сломал несколько из них. В нашем воображении Юлий Цезарь навсегда останется суровым мужчиной средних лет с нимбом волос, венчающим имперскую лысину. Однако в молодости он был известен своей шикарной и утонченной красотой. Согласно статье Келли Олсон «Мужественность, внешность и сексуальность», Дэнди в римской древности, Юлий Цезарь имел мягкую белую кожу, изящные, элегантные пальцы и выщипывал все нежелательные волосы. По сути, он был идеальным символом прекрасной римской мужественности. Это не могло не привлечь к нему богатых покровителей, предпочитавших юношеские чресла. Бисексуальная активность не была редкостью в Древнем Риме. Иногда высшие классы даже использовали членов низших классов для сексуальных услуг. Но проблема заключалась в том, как Цезарь участвовал в этих сексуальных действиях без разбора и правил. В Риме нравиться мужчинам было нормально для мужчины. Однако симпатии к низу, к более бедному и пассивному партнеру совершенно не было, это считалось презренным. Однако Цезарь был именно таким. Возможно, самым известным из предполагаемых любовников Юлия Цезаря был Никомед, царь Вифинии, вассала Рима в современной Турции. В 20 лет Цезарь служил послом в Вифинии, но ходили слухи, что он был виночерпием у короля, подчиненное положение, связанное с пассивностью, во время вечеринки, которую посещали римляне. И юноши-виночерпии, как и девушки-артистки, всегда были законной добычей подвыпивших гостей. Ходили слухи, что Цезаря отвели в спальню царя и положили на золотой диван для удовольствия пожилого богача. Современный политику, писатель Цицерон, даже заметил, девственность произошедшего от Венеры была потеряна в Вифинии. Сообщается, что Цезарь так долго бездельничал в чужом краю, пользуясь всему благами, что его даже окрестили царицей Вифинии, еще раз подчеркивая, что его роман, по слухам, поставил в положение женоподобного партнера. Это был довольно распространенный образ того времени, намекающий на то, что благородный римский юноша мог легко быть испорчен восточными, развращенными нравами, в данном случае, будучи любовником у более немолодого царя-иноземца. Куриан, современный государственный деятель,
осудил эпизоды прелюбодеяния и безнравственности Цезаря. Он дал будущему лидеру Рима нелестный эпитет «женщина для мужчин» и «мужчина для женщин всего Рима». Это было в значительной степени принято среди мужчин. Разница была в силе и положении. Если вы занимали определенное положение, вам нужно было быть на вершине, быть активным партнером. Только таким образом римские педерасты могли оставаться в сегменте благообразных людей. Кроме того, было обычным делом для мужчин в римских легионах насиловать других мужчин, которых они завоевали. Это также была демонстрация силы. Также ходили слухи, что Цезарь усыновил своего наследника Октавиана по романтическим причинам. Марк Антоний утверждал, что причина, по которой будущий император Рима оказался единственным наследником, заключалась в том, что он отдал свое тело своему приемному дедушке. Согласно книге Джеймса Нила «Происхождение и роль однополых отношений в человеческих обществах». И здесь уже мы очевидно видим тот самый, развращенный до отвращения Рим. Слухи о сексуальной пассивности Октавиана были настолько распространены, что поля сражений были усыпаны свинцовыми ядрами от пращей вражеских солдат, на которых было выгравировано имя Октавия. Тогда таким образом помечали врага в противостоящих лагерях. Надписи, идентифицирующие Октавиана с ролью проститутки и сексуальной пассивностью, были вездесущи. Это была проблема высочайшего уровня восприятия для первого императора Рима и удар по социальному положению Юлия Цезаря, так как даже у римского разврата тогда были еще пределы. Юлий Цезарь был женат несколько раз и был достаточно верен своей первой жене Корнелии, поэтому отказался развестись с ней. Когда Сула потребовал, чтобы он оставил ее и женился на женщине, выбранной консулом, Цезарь бросил вызов Риму. Конечно, есть еще небольшая история Цезаря и его романа с Клеопатрой. Блестящий политик, Клеопатра очаровала пожилого человека любовью. Когда позже Клеопатра родила сына, будущего фараона Египта, Птолемея Филопатора Филометра Цезаря, ходили слухи, что отцом ребенка был Юлий. Кассий Дион, более поздний писатель, записал с некоторым пренебрежением: Клеопатра из-за помощи, которую она послала союзнику Цезаря, Долабелле, получила право назвать своего сына царем Египта. Этого сына, которого она назвала Птолемеем, она представила своим сыном от Цезаря, и поэтому она имела обыкновение называть его Цезарианом. Несмотря на сомнения Кассия, похоже, Цезарь мог признать мальчика своим сыном. Кроме того, ущерб, нанесенный репутации Цезаря, был вполне реальным. Заводить детей от иностранных королев было почти так же плохо, как быть покорным любовником иностранного короля. Оба деяния плохи в политическом аспекте для чванливого Рима, который упивался самолюбованием. Конечно, черный пиар и грязные слухи были обычным делом в Древнем Риме, но язвительная реакция, направленная на Цезаря, была особенно сильной. До того, как Юлий Цезарь встретил свою судьбу в мартовские иды, его бисексуальные прыжки в постель всех, кто имеет власть и влияние, постоянно были на кончике языка каждого римлянина. И это едва ли бы родилось на совершенно пустом месте. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.